Привет, 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 песеры, с вами Морж. Соскучились, я надеюсь. Никуда, ребят, я не пропал, я просто подустал от песа, честное слово. Решил сделать небольшой перерыв, немножечко отдохнул. Отпуском это, конечно, не назвать. Тем не менее, силы слегка восстановил. А у нас сегодня четверг, 4 августа, четверг, 4, вот такие вот дела. И нам завозят новый ивент, можно так сказать, да. Ну, во-первых, нам добавляют 4-е испытание, где можно получить 3 программы тренировки по 10 тысяч опыта, а это очень даже хорошо. Также у нас идет учетверение наград, как я понимаю. Ой, не учетверение, а утроение очков опыта за матчи в сети. Что, в принципе, достаточно неплохо, но если ты качаешь команду, то все-таки качать ее гораздо легче, сами понимаете, против бота, как я показывал, на новичке с правильным тренером, и когда у тебя игроки представляют одну из линий: защита, полузащита или нападение. Так что спасибо, конечно, Konami, но качать команды можно по-другому и гораздо проще. Ну и, конечно, сегодня у нас легенды мадридского Реала. Еще 20 дней у нас по агентам за номинальные контракты. Конечно, уже хочется узнать, кто будет следующий. Ну а по понедельнику у нас будет... Ла Лига, конечно же, Ла Лига. Вот, чуть позже будет видео, что там по игрокам. Рауль, само собой, представляет самый большой интерес отсюда. У нас его в игре еще не было. Имеет игровой стиль отвлекающий, достаточно редкий стиль в нашей игре, но не слишком хорошие показатели по стилям игры. Тем не менее, у него будет 10 уровней на прокачку, то есть 20 статов можно будет раскидать. По статам, в принципе, достаточно неплох, но, опять же, нужно смотреть на поле. Напоминаю, золото сейчас взять негде. Если ты хочешь открыть эти паки, ты из России, задонатить с российской карты не можешь, то пиши мне в личку в Телеграме, я тебе с этим всем делом помогу. Цены ниже, чем в Google Play, быстро все, качественно, сотни довольных клиентов не дадут мне соврать. В закрепленном комментарии моя личка, также в закрепленном комментарии мой Телеграм, в принципе, с новостями, у нас Хаби Алонсо. По стилям, кстати, тоже не очень, всего одна позиция у него родная, но при этом обладает шикарнейшим пасом низом. При том, что пас в 22-й части, опять же, начинает решать побольше, чем в 21-й, в принципе, карточка может оказаться, ну, по крайней мере, не такой бесполезной, как она была в 21-й части. Вот Пирло вообще стал имбой. Ну, Алонсо у него, к сожалению, только опорник. Ну и блестящий Рафаэль Ван дер Варт. По стилям у него все как у нас принято, так у легенд, да, 80-70-70. Не слишком хорошая скорость, тем не менее, неплохой достаточно пас, там кое-какая реализация. Стиль классическая десятка, не думаю, что он будет интересен. Конечно же, Рауль. Это главная цель. Также здесь достаточно хороший Бензема, отличный опорник Казимира, отличный вратарь Куртуа, один из лучших вратарей в нашей игре, но Облак получше. Ну и всякие Модричи, Кроссы, Алабы, Винисиусы и так далее. Полный набор. Я уже заговариваюсь. Полный набор сливочных, конечно же. И паки полетели. Как обычно, открою я штук 15. Ну и будем надеяться, что моя удача будет со мной после такого длительного перерыва. Ну что, по классике? Легенда с первого пака? Нет, легенды с первого пака не будет, но это было бы слишком классическо. Это было бы слишком эпично, если бы я поймал Рауля с первого пака, это было бы просто, конечно, великолепно. Морено мне выпадает, даже не знал, что у него 5 звезд, если честно, тем не менее, ставим галочку, 5-звездочный игрок с первого же пака мне выпал. Идем дальше, останавливаться я не собираюсь, естественно, 15 паков, ну, шансы небольшие, но тем не менее, буду стараться. Ну, давай, классика со второго пака легенда. Нет, снова не легенда, но 2 5-звездочных игрока подряд. Алаба мне выпадает, да? Я не ошибаюсь. Кстати, да, ребята пишут, в принципе, много ругаются. То, что контракты у легенд закончились, типа, как теперь играть, что теперь в игре делать, а чё не играть обычными игроками, я не понимаю. Вот я, если честно, ну, вы знаете, я сейчас участвую в турнире я в групповом этапе, групповой этап я выкладывать не буду, просто мне лень, вот, серьезно, я еле заставил себя отыграть матч, если выйду с группы, там уже буду выкладывать. Так вот, я играю в турнире, и в товарищеских матчах есть настройка, ты можешь, наконец-то, выставлять настроение игрокам на товарищеский матч, то есть легенда, не легенда, уже вообще не решает. Мы играем турнир, когда все игроки на хорошем настроении. Поэтому я спокойненько прокачал обычных игроков, у которых контракт по году. От легенд практически пока что отказался. То есть оставил таких самых ключевых, которые вот действительно мне дико нравятся, как показывают себя на поле. И в итоге у меня в составе, если я не ошибаюсь, Виера, Гулит, Румениге,
ну, Месси с Неймаром, понятно, они купленные, и Кройф, по-моему, и все, остальных я просто, да, у меня там 40 с чем-то контрактов еще до сих пор есть, но оставлю их на попозже, может быть, когда-то пригодятся, вот, но остальных игроков я спокойненько заменил на обычных и вообще какого-то неудобства не испытываю, поэтому не делайте, опа, ну, не будет никакого, ну, вот, поэтому не делайте никакой трагедии из того, что контракты на легенд закончились. Легенды, да, давайте признаем, что в 22-й части легенды это контент для тех людей, кто платит. Кто хочет, кто имеет возможность, это контент для них. И при этом любой игрок может самыми обычными игроками, во-первых, в турнирах вообще без проблем составлять им конкуренцию, абсолютно без проблем. Условная мета типа Сона, Эрнандеса, Левандовского и так далее, спокойно заменяет этих легенд и даже во многом будет лучше, чем эти легенды. Вот. А в обычных матчах в онлайне, ну, я не сказал бы, что сейчас настроение сильно влияет. Ну, вот, по крайней мере, по моим ощущениям. Мне кажется, просто все это еще, да, не до конца работает. Вот. Это, наверное, как-то со временем приведут в какой-то более-менее порядок. Тем не менее, вообще не вижу никаких проблем, чтобы играть обычными игроками. Я уже приводил пример с Феррари. Почему-то вот у меня, ну, не встречаются такие люди в городе, которые ходят, опа, стоп, не будет стопа никакого, белая заставка. Которые ходят и прям возмущаются. Почему у кого-то есть Феррари, а у меня нет Феррари, а у кого-то есть Феррари, а у меня нет Феррари? Ну, потому что тот человек заработал, у него есть деньги, он купил себе Феррари, а тебе никто ничего не обещал. PES это как жизнь. Вот жизнь бесплатная, да, и PES бесплатная игра. И если ты просто бесплатно играешь в жизнь или играешь в PES, то это не значит, что тебе будут давать плюшки наравне со всеми. Кому-то трахать модели Victoria's Secret, а кому-то трахать Галю из соседнего подъезда. Ну а что поделать, такова жизнь. Хочешь в Victoria's Secret... Примени свои знания, не знаю, двигайся, придумывай что-то новое, заработай, и все реально. То есть всегда путь к самому лучшему реален. Вот с легендами у нас то же самое. Вот это вот все возмущение, почему просто так мне это не дают, чувак. Если ты хочешь, если вот действительно у тебя есть желание, приложи усилия. Пойди поработай, задонать, купи и с удовольствием играй этой легендой. А если ты не хочешь вообще ничего делать, хочешь сидеть на жопе ровно и тебе почему-то это все должно прилетать, ну, ребят, с таким подходом, сами понимаете, жизнь бывает очень-очень сложна. А для многих она заканчивается в канаве, когда человек думает, что ему все должны, но при этом ни хрена не хочет делать. Это скользкая дорожка, это путь явно в никуда. Ну что ж, легенду мне это сегодня даст хоть кто-нибудь после моей такой философии-то А4, ну здесь Вандервард может быть в теории, но это не Вандервард. Кстати, да, я бы в принципе на месте Konami, но я уже говорил, апнул бы, наверное, всем легендам стиль до 90, вот все, чтоб стили у легенды были 90, они так стали бы на порядок интересней, и добавил бы по пару уровней прокачки, чтобы все-таки они были лучше, чем регулярные игроки, чтобы таким образом, ну, мотивировать людей, да, их покупать. Пока мотивация, я же говорю, это просто вот игрок из твоего детства, да, или игрок, за которого ты болеешь, и ты хочешь им покатать. Другой мотивации в легендах я пока что не вижу. Тем не менее, у многих именно мотивация такая. Я знаю одного человека, который, вот если введут Зубастика, и в паке будет даже не 150 игроков, а 1500, да, то есть нужно будет гарантированно открыть 1500, чтобы гарантированно его поймать, я знаю, вот этот человек тупо, сольет все нахрен, но он его поймает. Ну, будет он хорош по статам, будет он плох по статам, ему будет без разницы. Это кумир его детства, и он будет его хотеть. Такие дела, ребята. Ну, к сожалению, не выпало мне сегодня ни одной легендарной карточки. Надеюсь, вам везет больше. Пиши, конечно, в комментариях, открывал, не открывал, поймал, не поймал. С удовольствием порадуюсь вместе с тобой, либо посочувствую. Напоминаю, что если нужен донат с российской карты на Android, то пиши в личку в Телеграме, ссылки в описании и закрепленном комментарии. На этом прощаюсь. Как всегда, Морж. Как всегда, пока.